Привет, друзья! Если вести политику глупо, это может обернуться катастрофой для всего мира, и мы это наблюдаем прямо сейчас, например, с торговыми войнами, которые чудит Дональд Трамп. Но начну с Германии. Несмотря на поражение на выборах, Сара Вагенкнехт хочет и дальше оставаться сопредседателем своего собственного союза. 55-летняя Сара Вагенкнехт ранее прямо связывала свое политическое будущее с прохождением в Бундестаг. Однако теперь она заявляет, что намерена продолжить руководство партии, несмотря на то, что, по ее словам, прошедший год был для нее настоящим адом. Перед парламентскими выборами Сара Вагенкнехт, председатель партии «Союз Сары Вагенкнехт», в интервью заявляла: «Эти выборы – это также решение о моем политическом будущем». Она подчеркивала: «Тот, кто не находится в Бундестаге, больше не является значимой фигурой в немецкой политике». Теперь основательница партии дала понять, что не собирается отступать и временно продолжит оставаться на посту председателя. В интервью журналу «Шпигель» она сказала, цитата: «Я вложила 1,5 года своей жизни в этот проект и не намерена просто стоять в стороне и смотреть, как все разваливается только из-за якобы недостающих 9,5 тысяч голосов». При этом Вагенкнехт добавила, что в будущем хотела бы дистанцироваться от повседневной организационной работы. Цитата: «Чистой организацией должны заниматься другие», подчеркнула она. Напомню, что Сара Вагенкнехт покинула левую партию в конце октября 2023 года, а уже в январе 2024 года официально была основана новая партия «Альянс Сары Вагенкнехт». Ее сопредседателем стала также Амиера Мохаммед Али, и именно этот дуэт стал новым лицом политической альтернативы светофорной коалиции Олафа Шольца. На выборах в Бундестаг, которые состоялись 23 февраля 2025 года, партия Сары Вагенкнехт не смогла преодолеть 5% барьер, получив всего лишь 4,981% голосов, буквально в шаге от проходного уровня. Это поражение стало тяжелым ударом, но партия отказывается его признавать. Она открыто критикует процесс голосования, обращая внимание на то, что около 230 тысяч немцев проживают за границей, были зарегистрированы для участия в выборах, однако значительная часть их не смогла проголосовать, так как бюллетени по почте пришли слишком поздно. Кроме того, союз Сары Вагенкнехт подозревает возможное нарушение и даже путаницу с другими партиями во время подсчета голосов. Федеральный конституционный суд отклонил требования о полном пересчете голосов еще до официального завершения подведения итогов. Однако это не мешает партии подать официальную жалобу на результаты выборов в рамках предусмотренного законом процесса. Тем временем опросы общественного мнения, в частности последние данные ЦДФ и Тагесшпигель, показывают, что рейтинг партии вновь опустился ниже 5%. Оглядываясь назад, Сара Вагенкнехт призналась, что прошедший год был для нее настоящим адом. По ее словам, жизнь превратилась в непрерывную мельницу стресса, и ни на что другое просто не остается времени. Цитата: «Я, например, за весь прошлый год не прочитала ни одной книги до конца», призналась она. Также она недооценила, насколько большой объем усилий требует создания новой партии с нуля, где изначально отсутствует любая структура, где буквально не хватает всего необходимого. Кроме того, она столкнулась с трудностями внутри самой партии. Постоянно приходится улаживать конфликты между людьми, которые часто не имеют под собой серьезной причины. Ей пришлось научиться предотвращать ситуации, когда разочарованные участники на следующий день с громким скандалом идут к прессе и заявляют: «Союз Сары Вагенкнехт – это полный провал». Также она призналась, что надеялась изначально держаться подальше от повседневной рутины, но оказалось, что без ее участия процесс легко выходит из-под контроля. Она также думала, что будет проще отбирать только тех людей, которые действительно разделяют цели движения, и не допускать карьеристов. Но реальность, признается Вагенкнехт, оказалась гораздо сложнее. Заместитель председателя фракции ХДС-ХСС в Бундестаге Йенс Шпанс заявил, что следует обращаться с партией «Альтернатива для Германии» АДГ так же, как и с другими партиями, которые в оппозиции. Это вызвало острый конфликт с коалиционным партнером Социал-демократической партии Германии. А я напомню, что в центре обсуждения распределение должностей в парламенте. Предложение Шпана, которое заключается в том, чтобы альтернатива для Германии участвовала в организационных процедурах Бундестага, наравне с другими оппозиционными силами вызвало резкую реакцию со стороны возможного будущего партнера по коалиции
Социал-демократической партии Германии. Парламентская управляющая фракция Катя Маст в интервью газете «Тагесшпигель» ясно дала понять, АфД – это не просто еще одна партия. По ее словам, мы будем защищать наши демократические институты и прежде всего наш парламент с полной решительностью. Маст добавила, что альтернатива для Германии предпринимает попытки подорвать основы наших институтов и призвала этому решительно противостоять. Все решения, принимаемые в Бундестаге, по ее словам, основаны на регламенте и являются результатом демократического процесса. Цитата. «Выбор вице-президента Бундестага или председателя комитета – это не автоматическое право, а решение парламента, которое требует большинства», подчеркнула она. В свою очередь, лидер фракции левых в Бундестаге Хайди Рахинек выступила резко против предоставления депутатам альтернативы для Германии каких-либо постов в парламенте. В беседе с Тагесшпигель она заявила, цитата, «От нас не будет ни одного кандидата за альтернативу для Германии ни в президиуме, ни в парламентский контрольный орган, ни на должность председателя комитета». Рахинек добавила, «Мы никогда не расстелим ковровую дорожку перед партией, которая стремится разрушить демократию изнутри». С другой стороны, депутат от ХДС Кристоф Плос встал на защиту Шпана. В интервью изданию он заявил, что Шпан совершенно справедливо указал, альтернативу для Германии не получится опустить ниже 20% только спорами о регламенте. Однако даже внутри самой ХДС нашлись критики позиции Шпана. Депутат Родерих Кизевертер в среду выразил мнение, что не следует допускать политиков альтернативы для Германии к участию в контрольном органе по надзору за спецслужбами. Таким образом, Кизевертер четко дистанцировался от позиции Шпана. Он подчеркнул, цитата, «Главное – не допускать без крайней необходимости попадания представителей АДГ в комитеты, отвечающие за безопасность». Кизевертер добавил, что, по его мнению, представители АДГ также не должны входить в парламентский контрольный орган и не должны возглавлять такие комитеты, как внутренний и оборонный. Он отметил, что альтернатива для Германии – это необычная партия и во многих аспектах не стоит на почве Конституции. Президент США Дональд Трамп, который за последний месяц, по словам бывшего президента Джо Байдена, сделал много глупого, считает, что национальная безопасность Соединенных Штатов находится под угрозой из-за наплыва дешевых иностранных товаров, в частности из-за критически важных минералов, которые импортируются из-за рубежа. В ответ на это он поручил своему министру торговли рассмотреть возможность введения новых пошлин к тем действующим ранее введенным на все поставки этих ресурсов. У Трампа на эти пошлины есть свои детские формулы, по которым он считает. На этот раз основанием для таких действий вновь стало уже хорошо знакомое Трампу старое законодательство «Закон о расширении торговли» от 1962 года. В минувший вторник Трамп подписал в Белом доме соответствующий указ, в котором прямо распорядился, чтобы министр торговли Говард Лютник начал официальное расследование в рамках упомянутого закона. Кстати, ранее в своей первой президентской кампании Трамп уже использовал этот нормативный акт, чтобы ввести пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия, а в феврале текущего года запустил расследование по возможному введению пошлин на медь. По мнению многих экспертов, новая инициатива пошлин Дональда Трампа представляет собой опять заметную эскалацию торгового конфликта с важнейшими экономическими партнерами Соединенных Штатов Америки. В своем указе Трамп подчеркивает, цитата, «Зависимость Соединенных Штатов от импортных поставок и уязвимость наших цепочек снабжения создают потенциальные риски для национальной безопасности, обороноспособности, стабильности цен, экономического процветания и устойчивости страны». За последние годы китайские горнодобывающие компании буквально наводнили мировой рынок дешевыми поставками стратегически значимых минералов. Это вызвало тревогу как у представителей американской промышленности, так и у инвесторов, которые все активнее требуют от правительства конкретных шагов по защите и развитию внутренних проектов в этой сфере. Среди критически важных ресурсов, по которым теперь будет рассматриваться возможность введения пошлин, названы кобальт, никель и 17 так называемых редкоземельных элементов. Сегодня США добывают и перерабатывают лишь очень ограниченный объем лития, располагают всего одной никелевой шахты и при этом не имеют ни одной полноценной никелеперерабатывающей фабрики. Кобальтовых шахт в стране вообще нет. Что касается меди, то несмотря на наличие нескольких медных шахт,
Для ее переработки Америка все еще в значительной степени зависит от других стран. В ответ на глупые действия США китайское правительство всего несколько дней назад ввело новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов, что стало очевидной реакцией на пошлины, которые были инициированы Дональдом Трампом. А теперь давайте обсудим, как вам такое детское поведение с введением пошлин и как оно влияет на международные отношения. Большое спасибо за просмотр.